Hello, beautifuls! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Я думаю, что мы можем сейчас, в принципе, сходить куда-нибудь... Куда? Ой, вернуться к Рейвенгарду, да, тоже забыла об этом. Я об этом чуть-чуть забыла. I failed. The heart of the gate is dead. We need to see my father. He should know what happened. Я не знаю, есть ли вообще возможность спасти Ансура? Мне кажется, что такой возможности даже нет. Ну, мне кажется, вряд ли. Я больше не слышу голос Абсолютно, до меня по-прежнему доносятся отголоски. Отражения отражений. Рассказать ему о битве с Ансуром. Ужасная судьба постигла Ансура, сын мой. Но я, как никогда, полон надежд на возрождение города. Ты и твои союзники и союзницы уничтожили чудовищную нежить, в которую обратился могучий Ансур. Ты превзошел великого змея. Ты отворишь путь сквозь бурю и выведешь свой народ на волю. Ты, а не Ансур, и есть тот спаситель, который нам нужен. Сперва ты уничтожишь Абсолют. Потом мы возродим врата Балдура, мы отвоюем наш город вместе. У моей ГГ тоже такое лицо было, типа... Так, стоп. Wait a minute. Какой из меня великий герцог? Я выгляжу как бестия. Дьяволица-полукровка владеет моей душой. Я поведаю горожанам и отцам города обо всех твоих подвигах. Они будут знать, что ты гордо несешь знамя своего отца. А матерям города можно тоже поведать, пожалуйста, спасибо. Однако это правда, ты... Неуверенность повисает в воздухе, Уилл стоит на развилке. И какой же он выберет путь? Быть собой? Уилл, будь собой. Что у нас за варианты? Так, первое. Ты герой, а не аристократ, клинок, защитник простого люда, а герцог Уилл Рейвенгард нет. Уилл Мизора может быть опасно, тебе следует принимать отцовское предложение. Стань великим герцогом, представь, сколько у тебя будет власти. Великий герцог от таких предложений не отказывается. Представь, какая власть окажется у тебя в руках. Я верю в тебя, Уилл. Прислушайся к своему сердцу, куда бы оно тебя не звало. Вот да, я думаю, что нужно просто Уиллу дать вариант. Я бился за то, чтобы ни одно зло на побережье не осталось безнаказанным. Я убивал людей и чудовищ, которые... Короче, да, он выберет... Не будет никакого великого герцога Уилла. Никакого клинка фронтира тоже. Отныне я кляну коверну. Пока демоны и дьяволы будут угрожать побережью мечей, я буду их истреблять беспощадно. Тогда ступай, я благословляю тебя, будь великим защитником Фаерума. Отвага, прозорливость, планирование и справедливость. Пусть эти огни светят в тебе, путь мой сын. Приветствую тебя, кляну коверну. И он выбрал свой путь, как бы. Спокойствие снисходит на тебя, старший мозг, опасный враг, но рядом с тобой клинок коверна, и ты знаешь, что победа будет за вами. Вот, кстати, на самом деле, мне кажется, что я, наверное, это уже говорила, что у Уилла как-то меньше всего и сюжетка, и вот его развитие. Ну, типа, он изначально хороший мальчик с, на самом деле, довольно темными, скажем так, помыслами, потому что иногда в нем проскальзывает, и я тоже об этом уже говорила раньше, вот это вот, знаешь, такая вот... Ну, не совсем вот доблестное поведение, скажем так, да? Он как бы строит из себя рыцаря на белом коне, и пускай так и будет, да? Но все еще я считаю, что его сюжетка немножко не дотянула по сравнению с остальными, его можно было чуть-чуть больше прописать, чуть-чуть больше придумать или... Ну, типа, потому что, смотри, у нас первый вариант, мы вообще выбор за него делаем, будет он спасать папу или себя, у нас даже нет варианта дать ему этот выбор, чтобы он сам его сделал. Нет, ты за него делаешь выбор. Мы просто разговариваем, и все. Ну, как бы есть у него демоница вот это. Окей, прикольно. И второй вариант, как бы это конечный конец его сюжетки логичный, да?
ты будешь герцогом Уиллом или ты не будешь герцогом Уиллом. Ну, спасибо, тут нам хотя бы дали ему выбрать самостоятельно, а не выбирать за него. Но, я не знаю, не раскрывается, что ли, какая-то вот не борьба, а... Я не знаю, мне просто кажется, что не дотянуто. Конкретно с Уиллом. Я очень люблю эту игру, но сюжетка Уилла меня все-таки... Можно было больше. Клинок Аверна, новое имя для обновленного человека. 4 принципа наконец проявились во мне. Отвага, прозорливость, планирование и справедливость. Я не должен им повиноваться, я должен воплотить их в себе. Ну ладно, хватит на сегодня разглагольствовать, я хочу праздновать. Как насчет небольшой пирушки? Нажарим свежие оленины, запьем темным элем, что скажешь? Не будем забегать наперед, нам еще надо расправиться с старшим мозгом. Звучит божественно, конечно. Прекрасно. Ты отправляйся за оленем, я раздобуду дуэль и приготовься отведать жаркое а-ля клинок. Понадеемся, что Гейл не обидится, если я разок займусь готовкой. Что клинок будет делать, когда мозг будет побежден? Пройдусь по всем кругам преисподней, по всем бухтам побережья. Я уничтожу всех бестий, осмелившихся положить взгляд на Фейрун. На Фейрун. Молодец. Да, ты хороший мальчик, конечно. Но... Просто, знаешь, тут можно даже про персоналити каждого или каждой говорить. Лайзель, ну, тут вообще бесспорно, она интересная, как бы постфакту. Минск. Это нечто. Это нечто, но мы не будем считать его за ГГ, потому что он все-таки не с самого начала. Вот то же самое про Джахейру, хотя у них у обеих тоже есть свои там забавные сюжеточки, забавные фишечки, да. Карлах. Один из любимых сюжетов у меня. Астариан самый любимый сюжет у меня. Он буквально просто, ну, это прям шедевр. Shadowheart. Довольно неплохой сюжет. Ментара у нас не сначала, но у нее имеется стержень. Тоже небольшой сюжетец есть. Хальсин у нас тоже не сначала, но у него не то чтобы сюжет, но есть свои переживания там о долине, да, как друид, вот эта вот вся фигня. Гейл. У Гейла тоже неплохая сюжетка, я считаю, потому что у него там и груминг, я уже объясняла, что это значит, и всякие вопросы любовного характера, хотя он меня иногда этим подбешивал, но anyway, неплохая сюжетка, и да, и я все еще считаю, что Уилла она самая недоделанная. Короче, пойдем, куда мы сейчас с вами? Я вот не помню, куда нам лучше перейти. Давайте в центральной стеночного. Нет. Где это находится? Берег свалки, доки Серой бухты. Ладно, давай сюда. Во-первых, нам нужно забрать оружие, которое поможет нам освободить Орфея. Во-вторых, нам нужно закончить сюжетку Shadowheart. В-третьих, нам нужно добить Орин. И, в принципе, уже скоро там будет конец, когда мы сделаем эти задачи. Я не знаю точно, сколько серий это затянется еще. Ну, я не думаю, что будет очень долго, тем более, что скоро у нас выходит Kingdom Come. Я уже освободила слотик для записи Kingdom Come. Ignore you. Foundry. Neutralized. Witnesses eliminated. You walk free. You won. Task. Kill Orin. Kill Orin. Kill Orin. Kill Orin. Спасибо, что ты закончила, а то я сама с ума чуть не сошла. Я добежала до этого места. Тут, кстати, вот здесь как называется, в бутик Многоликого можно купить неплохие такие одежды всякие. Но мне они не нужны, хотя я пойду и куплю. Я куплю. У меня все равно куча денег, которые мне некуда тратить, поэтому я куплю.
В одном из заданий у нас вообще есть возможность его спасти, но я это сделала уже ранее, не его спасла, You а appear to дала be эту lost, возможность. dear. I specialize in fashion. Чё, not офигел? potato Мне кажется, sacks. дорогуша, тебе не сюда, я продаю модные вещи, а не мешки для картошки. А вот грубить не надо. Мне хотелось бы перепачкать кровью дорогой костюм. Как грубо, я могу плести ткань реальности. Что мне, какая-то жалкая материя? Ладно, покажи, что у тебя там есть. Давай быстренько. Very good, ma'am. Мэм, сразу мэм, да? Здрасте, это же мои эти... Что я продаю тебе? Вот это продаю нафиг, вот это продаю. Вот это все нафиг. Щатки тирана отправлю в лагерь, щоб було. Нафиг. Отправлю в лагерь, щоб було. На память. Это мне на память в лагерь. Это я продам. 5К, да блин, у него денег столько нет. Что я могу тебе купить? Вот элитное платье могу купить, я куплю. Оно красивое. Все, больше у тебя ничего красивого нет. Знаете, как я еще сделала? Вот такую вот фигнюшку покупать. И у него тут есть трусишки такие неплохие. Вот, вот эти вот. Нормально так смотрится обычно. Окраску я не хочу брать. Ага, 2К, понятно. Вот так. И 2К у него еще есть. Я могу что-нибудь продать ему на 2К. Лар алуве, арбалетик. Что-то можно еще отсюда взять. Оп. Угу. Да и все, в принципе. А у меня есть вот такой наряд. Зачем я его купила? Это тем более коричневый. Не, он мне не нужен. Это хорошо. Лайзель, носи. Now remember, fashion's a fickle mistress. Да, спасибо. Короче, я хотела вам показать, во-первых. Сейчас я только уберу вот эти вот ингредиентики, они меня мозолят глаза. Во-первых, что я хотела показать. Вот такой вот красивый костюм-наряд. Да, ну красиво, капец, скажи. Я его на Астариану надела. Еще... Не то. Это вот Астариану дай, это вот Астариану дай. Еще. Смотрим. У него есть вот... Это я ему надену. И... Нет, это вот сюда. Сними, пожалуйста, трусы, спасибо. Подожди, нет, пока одень трусы. Надень. Если ему поставить вот такой вот костюмчик, хотя там был еще один покруче, и вот такие вот эти, то выглядит довольно прикольно. Вот эти подвесочки, скажите, но я этого делать не буду. Я хочу поставить вот такой красивый. Белый, смотри, ну просто, ну что это? Это какой-то греческий бог? Это что? Какой-нибудь... Не знаю. Какой-нибудь, я не знаю, кто? Да. Смотри, ну идеально смотрится. Просто это невероятно. Ты будешь ходить в этом. Ты это не Аполлон. Пошли. Прям до конца и с Абсолют в этом будешь драться. Ну реально классно выглядит. Ну смотри, ну круто. Давай это же вот сблизи покажу, как поговорить. Где ты? Одежда туботоп. Итак, клинок фронтира мертв. Да здравствует клинок Аверна. Надеюсь, он ограничится убийством адских тварей. У него нежити и без него проблем хватает. Да, можно поговорить о нас? А можно, давай чмок. Мило. Мне нравится еще этот белый цвет. Я эту одежду никогда не крашу, потому что она реально похожа на какую-то... Она веет вайбом Одиссеи. Классно. Спасибо. Да и все. Ага. Все, вот здесь у нас будет сюжетка. Не здесь. Не здесь. Не здесь, вот там. Я не туда подошла, извините. Чуть-чуть близко подошла. Да. Да, назад отходим. Вот сюда мне надо. Стой, а я вообще выполняла этот квест?
На секундочку. А, я добыла для этого квеста оружие, но я его не сделала. Отменяем пока что Shadow Heart. Я иду показывать вам квест с художником, если он сейчас тут рабочий. Он сейчас рабочий? Ну, я бы не отказалась тут поселиться. Вы что, пираты? We'll tell your mates to keep their hoes out of Baldur's Gate. Окей. Я вообще-то покупала или нет художника в первом акте? Я, правда, не помню, покупала ли я художника в первом акте. А ну-ка, давай так. Я слетаю, проверю, что тут наверху, могу ли я что-то сделать. Поместье Джанет. Дело в том, что если я не купила художника в первом акте, то, возможно, я потеряла этот квест, а я тупо не помню, купила ли я его. Я же... Да, я тупо не помню. Ну, скорее всего. Да, вот смотри. Выяснить, что преследует поместье госпожи Джанет. Обычно это нужно делать снизу, но так как тут довольно жесткое задрочество с полтергейстами, я тупо лечу через верх сразу в эту комнату, где у нас, по сути, сам квест должен начать выполняться. Ну-ка, сядь. Села. Мне это открыть еще нужно как-то. Хотя тут вроде как можно поставить Оскара вот сюда. А ну, возьми Оскара. Украсть. Ну, украсть так украсть. Поставить его на мольбертик. Вот, и нам открылась тайная комната. Если вы не помните, кто такой Оскар, то он был в первом акте. Ним торговали еще с Зинтарим. Он там что-то с типа художник, который вышел, который женился на госпоже, да, и это типа необычно. Короче, чтобы не мозолить себе время, факел отмены беру сразу. Вот лежит тут. И факелом отмены надо вот портрет уничтожить нафиг. Потому что он одержим. Оскар. Где же он? Ой-ой. Оскар где-то там. Все, теперь я верну свое оружие. И в принципе я могу пойти уже к своим, но сейчас я тут облажу чуть-чуть. Вскрою. Ой, 20. Да ну, мне лучше тут сюда со Старианом. Я просто сюда со Старианом приду, чтобы он вскрыл мне это. А сейчас я тупо пролечусь обратно и зайду через парадный вход. Просто я почему этого не сделала, я вам уже сказала, там будет много беготни от этих полтергейстов, они прям очень задрачивают, я даже не хочу заходить и начинать квест таким образом. Мы зайдем с вот отсюда. Можно даже поговорить с этим дворецким, стоит дворецкий драконорожденный. Правильно, правильно, это Тарун, мне Манис. Заходи, если хочешь, но я тебе официально не советую. Я зайду. Простое письмо. Дорогуша Фифи, надеюсь, когда я это пишу, ты уже получила весточку от Оскара или хотя бы что-то выяснила о том, куда он пропал. Я слишком давно тебя знаю, уверена, что ты уже истержалась из-за его отсутствия. Волнуешься, наверное, ужасно. Сразу сообщи, как только что-то узнаешь. Обещаю, что буду держать все новости, хорошие и плохие, в строжайшей тайне. Мы-то с тобой знаем, как аристократы любят сплетни. С любовью и заботой, Мария. Ой, госпожа, простите, что не могу очистить ваш прекрасный дом от духа, который в нем поселился. Свет Латандера ярок, но и у него есть свои пределы. Не пробовали ли вы обратиться к Силуне? Ночь — это ее пора, и поверьте, в вашем доме ночь особенно темна. Всего наилучшего заре носец Хванг. Хванг — это типа как Хёнджин? Ладно, не важно.
Nevermind. Так, куда мне? На второй этаж, кажется. Вот видите, тут валяются куски полтергейстов. Они такие доставу, они так меня заколебывают. Это нечто. Нечто. Увольнение сотрудников. По просьбе леди Джаннар вся прислуга должна покинуть дом. Считайте себя во временном отпуске до тех пор, пока не понадобитесь снова. Не нужно думать, что вас кто-то подозревает в чем-то дурном. В свете последних событий госпожа просто хочет немного побыть в одиночестве. На время отпуска персоналу будет выплачиваться половинное жалование, и все, кто захочет искать другую работу, вольны это сделать. Можно тут и пошариться, кстати. Тут еще где-то должен быть кабинетик, в котором какая-то инфа должна быть. Я вот не помню, где он именно. Там есть не маленькая. А вот он. А вот здесь. Успех. Записи подрядчика. О боже, я надеюсь, вы этого не слышали. Наспех составленный счет за выполненную работу. Произведенные работы. Работы завершены. Раздвижная дверь потайная в шкафу в ателье. Первая смена 500 золотых, окончательный счет 575 золотых. Дополнительные расходы, укрепление конструкции после установки двери, чтобы сделать ее еще секретнее по требованию клиентки. Тут у нас писали на пропавших художников. Послание начертано на официальном пергаменте огненного кулака. Госпожа Джаннат, я безусловно благодарна за предложение щедрого пожертвования в казну кулаков, но у меня нет ни полномочий, ни свободных солдат, чтобы организовать поиски по всему побережью мечей вашего друга, господина Февроса. Я буду помнить о вашей просьбе, как-то сама буду в патруле до тех пор, пока к нам не прибудет подкрепление остальной стражи, обещание щедрейшим лордом Горташем. У нас попросту нет ресурсов. Надеюсь, моя госпожа он скоро найдется. Правда, надеюсь. Всего наилучшего. Ваше новое кольцо. Дорогая госпожа Джаннат, примите нашу самую глубокую искреннюю благодарность за ваше покровительство и предоставленную нам честь изготовить вам ваше обручальное кольцо. Желаем вам счастья в браке, если в будущем вы пожелаете отметить счастливое событие подарком того же вида и качества, мы с радостью предложим свои услуги, а также скидку как для постоянной клиентки. Искусно ваша Амотола. Хз. Ниже подписи красуется печать в виде сверкающего алмаза с позолоченной надписью «Искристая радость последней». О, сейф. В сейфике я положу. Что у вас в сейфике? Дайте посмотреть. Я не буду ничего воровать, если там просто какой-то лут. Я хочу посмотреть чисто. Я буду воровать стрелы. Я имела в виду, если там на продажу что-то, то я бы не стала брать, потому что мне тупо не нужно. У меня куча денег. Прям никуда девать даже. Так. А нам вот сюда. Угнетение. Мы в угнетении. На психику существа оказывается подавляющее воздействие могущественного призрака. Она имеет помеху при испытаниях харизмы и мудрости. Госпожа Джаннат, ты как? Кто ты такая? Ой-ой. Я не буду читать, но очень советую вам. Carrie, my darling, listen to me. You brought me here. You did this. Do not interfere. He's coming home with me. Так, успокойся, Тянь, мы можем решить все мирно. Another one who wants to control me. He called me here. Trapped me. Pathetic little childish boy. I only wished to explain myself to make you see how... No! Enough of your whining. Enough! Selfish, arrogant bastard of an artist. I wanted to be left in peace. Почему я советую вам читать, я не читаю сама, чтобы вы услышали сами ее отчаяние, во-первых, да, в голосе, во-вторых, мне нравится это мини-задание, потому что тут есть очень интересное высказывание от этого отголоска потерянной любви от призрака. Прошу тебя, расскажи, что произошло. And how does that help me? Or is it just to help him? Why does everything always have to revolve around Oscar Fevers? Oh, my sweet Carrie. What did I do to you?
Save your tears for the ethereal play. Так. Убеждение. Кэрри, про которую рассказывал Оскар, была добрая и нежная, это не настоящая ты. Ну, мне не очень нравится на самом деле сама фраза, но я, так и быть, сделаю это, чтобы... Потому что убеждение, кажется, самое более-менее нормальное тут. What are you saying? You're trying to confuse me. It's so hard to think. I don't remember. Kerry, my sweet meat. I just need to know that what you did, that it wasn't my fault. Why am I here? I shouldn't be here. I shouldn't be. The spirit's aura flickers, Аура духа мерцает, changes. изменяется. Она растеряна, ничего не понимает. Мужчина против воли затащил ее сюда, а теперь не позволяет ей уйти. Знаешь, ничего нового. Если поделишься своей историей, тебе хуже уже не будет, а Оскару может помочь. Нет, мне эта фигня не нравится вообще, правда. Я не хочу помогать Оскару, он реальный придурок. Вот он конкретно придурок. Ты явилась, чтобы передать послание и рассказать, что привело тебя к такой участи. Давай я отвечу. Это обман, конечно, но лучше, чем убеждение. Мне насрать просто на Оскара. Не должна ему она помогать. Он просто вмешался, так, знаешь, типа, привет, я здесь. Быстренько расскажи, что с тобой случилось. Умерла ли ты, потому что я виноват. Она вроде как, ну, сама себя. Fine. If Oscar wants Хорошо, the если truth, Оскар хочет правду, он ее получит. У нас была интрижка, ничего больше. we were a fling, nothing more. My decision had nothing to do with him. I did this because I was so fucking sad. All the time. Oscar finds it easier to imagine a world where women kill themselves over him than one where they have their own bloody problems. I'm sorry, Kerry. I had no idea. But I was truly not to Ты blame. тупой? Извините. You weren't. So you and your poxy paintings stay away from me. We're done, Oscar. Over. Now let me rest in bloody peace. Я не знаю, у меня в отношении Оскара миллион слов. God, what a mess I've made of it Заткнись all. просто. My sweet Firelia. I've been a rotten fool, haven't I? And yet you never left my side. It will take more than a ghost to Один scare me жалкий away. призрак меня не напугает. I Жаль wish только, you'd что ты come не to me пришел ко мне sooner. раньше. Это просто типа мем какой-то. Мы спасаем этого полудурка. Впоследствии что мы имеем? Этому полудурку только что привидение буквально говорит: Оскару проще придумать, что все крутится вокруг него, чем, блядь, понять, что у женщин могут быть свои проблемы. Что, ну, кроме Оскара, да? И она ему буквально это таким же тоном, такими же словами и говорит, а этот придурок такой: ну, это точно не во мне дело. Ты, может, чуть-чуть глуховатый или типа того. Но это первый, да, почему Оскар придурок. Второй вариант, почему Оскар придурок 2. Оскар нашел себе вот госпожу Джанат, богатую женщину, которая его приняла, которая взяла нищенку вот этого художника недоделанного к себе, да, под свое крыло. Как бы вроде пожениться собрались. Этот придурок пытается вызвать и вызывает, что еще смешнее, конечно, свою бывшую любовь в виде привидения. Зачем? Ну вот, зачем? Просто как нахрена и чтоб что и почему? У меня так много вопросов к этому придурку, но 0 ответов. И все, ты вот так просто возьмешь и простишь его. Ну, типа, я не могу ее винить, тут придурок только Оскар. Я знаю, она, конечно, ну, это странно, но anyway. Да. Я же не дура. Я знаю, что Оскар любил другую, когда мы встретились. Но когда мы произносили обеты, я делала это искренне. Все это время, мучаясь, я чувствовал, как нежно ты заботилась обо мне. Даже в самые тяжелые часы ты не оставляла меня. Это ведь ты спасла меня. Прости меня, дорогая. Оскар, ты придурок. Он меня очень бесит. Я его даже обычно не спасаю, потому что он придурок. Правда.
Но если мы его не спасаем, мы можем найти его в третьем акте, просто узанитарим в подчинении. Ну, ладно. За то, что, Джаннет, пришлось из-за тебя вытерпеть, ты должен ей больше, чем просто извинения. Какая приторная бредятина. Этот долг я буду выплачивать всю жизнь. Что ж до тебя, моя дорогая, то с тобой мы сможем рассчитаться куда быстрее. Поднимись наверх в мою мастерскую, обещаю, идешь ты с бесценным подарком. Бессмертие. Ладно, давай мне свой подарок, госпожа Джаннат. Итак, сначала ты спасаешь моего мужа, а потом спасаешь наш брак. Не могу передать, как я тебе благодарна. Ой, дорогая, беги от него. Ты уверена, что после всего, что узнала, хочешь остаться с Оскаром? Боюсь, когда ты полюбила художника, приходится впускать в свою жизнь вот такие вот драмы. Само собой, Оскар больше не будет иметь никаких дел со сверхъестественными силами. Одной одержимости вполне достаточно для любого брака. Ты стоит принять его предложение, сходи к нему в мастерскую и попозируй ему. Тогда, может быть, увидишь его таким, каким вижу я, со всеми его недостатками. Да, это я еще типа не видела недостатков. Ну ладно. Я там что-то придумывала кому-то вкачать или нет? Пассивку, может? Да, вот это. Куда тут идти, где тут подъем наверх? Вот тут. Забавно, что даже после того, как уже от привидения мы избавились, тут не должно быть полтергейстов, но звуки все еще есть, типа страшные для атмосферы. Всякие вот эти какие-то стуки, да. Что это такое? Так, подожди, я сейчас буду сундучок открывать и... Неотправленное письмо, хочу прочесть. Кэрри, любовь моя, не знаю, зачем я это пишу, ведь ни один голубь не отнесет тебе это письмо туда, где ты сейчас, и все же, если хоть частичкой себя ты заглядываешь мне через плечо, когда я пишу эти строки, молю тебя, отпусти. Ты заполняешь все мои мысли, мои грезы, мои кошмары. Где я искать покоя твоего лица, разочарованного взгляда, каким ты смотришь, стоит мне закрыть глаза? Я больше так не могу, мне надо избавиться от тебя, необходимо. Последнее предложение затерто и не читается. Тут, только для госпожи Джан, отлично. Письмо написано наскоро и местами заляпано краской. Дорожайшая госпожа Джаннат, пишу вам, чтобы сообщить, как продвигается портрет и как нелегко он мне дается, видите ли, хотя мое мастерство передано. Хотя мое мастерство в передаче внешнего сходства немного превосходит умение всех прочих живописцев нашего города, мне недостает одного важного аспекта. Ваш облик в моих воспоминаниях неизмеримо уступает той чистейшей красоте, которую я лицезрел перед собой, когда вы впервые сели мне позировать. Как могу я закончить свой шедевр без уверенности, что воздал должное оригиналу? Молю вас позировать мне вновь. Позвольте мне дописать этот портрет, как подобает, имея перед своим восторженным взором восхитительную модель. Ваш Оскар Феврас. Он. Отвали, а! Я тебя спасла, мне насрать, буквально. Сталин, вскрой этот сундук ненужный. Вскрой его. Давай. Тут у нас есть... О, это я беру. Письмо Оскару. Пергамент старый, шелушащийся, со слабым запахом могилы. Милейший господин Феврас, я почувствовал, каким отчаянием было пронизано ваше письмо. Разбитое сердце может стать ужасным бременем на душе. Я в своей скромной роли посредника с царством духов полагаю, что смогу помочь вам обрести некоторое облегчение. Принесите это письмо в мой особняк на берегу моря, и мы вместе посмотрим, смогут ли мертвые предложить вам мир. Вечно ваш мистический падальщик. П.С. У меня страшно упрямая дверь, так что запомните ее любимые слова. Секрета Морт. ППС. Вы вполне можете рассчитывать на скидку, если порекомендуете мои услуги хорошо обеспеченной родне госпожи Джаннат. Тот самый, которого мы кокнули. Падальщик, в смысле. Here she is, the hero of the hour. Brushes are oiled, the canvas prepped, and you... Well, you're comfortable. That's the main thing. So, shall we begin? Сколько времени это займет? О, совсем недолго, у меня хорошая память на лица, так что наброски я делал с того дня, как вернулся.
I just need to add Остался the лишь добавить final последние touches to штрихи, capture запечатлеть that неповторимый блеск в твоих unique глазах, twinkle in и your так, eye. ты готова? So, are you ready? Да делай, просто отвали от меня, окей? Готова, как никогда. Wonderful. Stand yourself just there. And voila! Осталось только дать картине название, пусть оно и передает дух, которым было создано полотно. Something to capture the spirit in which it was created. Окей, давай не будем усложнять. Портрет искательницы приключений, этого достаточно. Называй как хочешь, я все равно ее продам. Если честно, не хочу, чтобы на картине было мое имя. Короче, давай не будем усложнять. A very traditional choice. Хороший традиционный выбор, Perfect идеально for для such a исполненных достоинства dignified героя hero вроде as тебя, yourself. героинь. Please. Вот, Take взгляни. it in for a Полюбуйся moment. немного, не каждый день твой It's образ not every сохраняют для day one's потомков. face is preserved for posterity. Он сказал, а Сталин говорит, мне кажется, очень похоже. Все как есть, без прикрас. Это сейчас был камень мой огород или что? Героиня Врат Балдура. Покажите мне, покажите. Давайте посмотрим. Где вот она? Выброси. Покажи. Ой, не то. Опа! О, хорошо нарисовано, неплохо. А если вот так и смотреть получится. Нормально нарисовано. Ближе приблизить, к сожалению, не могу, но хотя бы не какой-нибудь Гейл. А то раньше тут был то ли баг, то ли просто недоработка, то что когда он рисует, то выходит не твоя героиня, не та, которая ты, а просто как кто-нибудь из группы. Типа, у меня это вообще Гейл был, хотя я с ним даже не ходила. Ну, ладно, окей. А тут хотя бы я. Подбери. Хорошо. Неплохо. Теперь можно, в принципе, идти и на этот... на сюжетку Шибухард. Я думаю. So that's progress. Медленными шажками так побежала. А месте настолько большое, что они бегут миллион лет. Я не знаю, если не забуду, ускорю. Если забуду, то я забыл. Шедоухарк я возьму чуть позже с собой. Она просто мне в бою вообще никак не поможет. Как-то. Так. Аркс. А, нет, она мне нужна здесь. Да, блин, ну ладно. Чудесная зверушка. Юркая такая. Приглядеться к мужчине. Угу. Вид провал. Ура. Выглядит обычно. Куда ты смотришь? Там была белка на дереве, очаровательное создание. Любопытное, обожает орехи. Типа я? Ты хорошо себя чувствуешь? Вид у тебя какой-то рассеянный. Ничего страшного, устал, наверное. День был долгий, вроде бы. Да. Ты случайно не знаешь, где я живу, а? Похоже, мне кажется, ты не отсюда. Кто ты вообще? Я очень рад с тобой познакомиться. А тебя как зовут? Ты чувствуешь, что это непростая забывчивость. С его воспоминаниями что-то произошло. Ну, хоть что-то ты помнишь? Я помню, мне было грустно. Но сказать правду, уже не помню из-за чего. Я даже не уверен, знаю ли я, что такое грусть. Я вышел вон из того дома, там все были очень добры ко мне. Так хотели помочь, хотя по тебе я не помню, как там оказался и что я там делал. И есть кто-то, к кому ты мог бы обратиться, кто мог бы тебе помочь? Наверное, это было бы логично. Знаешь, я готов поклясться, что кто-то есть, но я меня не могу вспомнить. Даже лицо расплывается в памяти. Может, я просто себе навыдумывал. Вернется, наверное, или нет. Неважно, мне и тут на самом деле неплохо. Но обманывать я его не хочу. Пока.
Давайте, ладно, возьмем Shadowheart, так и быть. Я просто не знаю, на место кого его взять. Ее. На место Карлах, наверное. Я ненадолго. Значит, Уилл теперь клинок Аверна? Новые фронтиры, новые горизонты. Да-да-да, вместо Карлах иди. А у нее, блин, еще и защитные узы действуют. Ну ладно. Ладно, пофиг. И у нее даже нет оружия, да? Ну блин, господи, вот на, возьми. Ходи с этим. Ходи с этим. Почему бы и да? Давай, выдай базу Shadowheart. Сохранение автоматическое. Дом печали приветствует тебя и готов облегчить твои страдания. Мы рады приветствовать вас в Доме печали, хотя, быть может, к твоему случаю это не относится, Shadowheart. Мы все гадали, достанется ли тебе смелости явиться сюда и ответить за свои поступки. Я полагала, что ты предпочтешь трусливо скрыться. Избавь меня от своих ядовитых замечаний. Уверена, у матери, настоятельницы, и для меня припасено не меньше. Всему свое время. Мне встретился человек, у которого украли воспоминания. Ваша работа. Мы занимаемся исцелением душ. Те, кто прибегают к нашей помощи, делают это добровольно и уходят от нас с улыбкой, освободившись от своих невзгод. По-твоему, хирург, вырезавший опухоль, крадет ее у пациента? Отнюдь. Ну, как тебе сказать, убрать грусть — это не совсем то, что забрать все воспоминания. Пропусти нас. Я же сказала, всему свое время. Сперва ты должна подвергнуть себя межеванию сердца. Лишь тогда станет ясно, что нам с тобой делать. Чего сердца? Это Дом печали. Мы стремимся помочь всем, чьи сердца отягощены гневом, меланхолией, горем. Или вероломством. Подвергни себя процедуре, покажи, что скрывает твое сердце. Если согласны, следуйте за мной. Если нет, уходите. Я иду, мы идем. Дай зайти. Здрасте. Она тупо дверь закрыла перед моим лицом. Нормально? Говорит, сядь. Я сажусь. Хочешь облегчить свое время, так? Межевание сердца может указать тебе путь, но есть рядом с тобой так, кто нуждается в этом куда больше. Этот голос. Позволь я. Мне кажется, здесь требуется мое участие. Ну давай. Shadowheart одобрила. Ты знаешь, для чего ты здесь? Я кое-что потеряла. Нет, кое-чего лишилась. Семьи. Моей жизни. Я хочу это вернуть. Утрата — это дар, девчонка. Ты так этого не уразумела? И так ответь мне честно, с какой целью ты пришла? Я молчу. Я молчу. Артефакт. Меня послали добыть его. Любой ценой. И кто возложил на тебя эту миссию? Мать-настоятельница Монос. Это была ты. Назови мое имя, как подобает. Целиком. Я не могу. Мои воспоминания, они... Девчонка, я знаю твои воспоминания лучше тебя самой. Назови мое имя. Мать-настоятельница. Викония Девир. Что ж, по крайней мере, ты узнаешь тех, кому обязана подчиняться.
Now descend. Итак, спускайся, тебе за You have многое much предстоит to answer ответить. An astral projection. Астральная проекция? Clever girl. Какая умничка, She's not предпочитает не taking рисковать chances. понапрасну. Чего я нам We желаю? shouldn't either. Ну реально. Shadowheart, хочешь поговорить об этом? Almost pleasant traveling with company. Видимо, If не you- очень. Less pleasant aspects. А ты, кстати, что-то скажешь про Уилла? Will shall force Уилл all внушит devil ужас kind to всем адским tremble тварям. before him. Преисподняя будет The hells трепетать have перед much to ним. fear. Ой, он так смотрит мило на нее. Посмотри, как он смотрит на нее. Можно это как-то приблизить? Кто-нибудь приблизьте, пожалуйста. Cursed to put my hands on Найденная everything. потайная лестница. Стена. Well, hello. Расстреляй эту стену, Аст. И тут стена, кстати, 2 стены. Постреляй эту. Never quiet. Пошлите сюда. Cunning disguise can serve a Хорошо warrior. продуманная маскировка служит воину темной владычицы лучше любого доспеха. Это нам постоянно вталпливали. I Говорит think this Шадух. was my favorite part. Кажется, это было мое любимое занятие — надеть чужую одежду и притворяться кем-то другим. Pretending to be someone else. Похоже, всю свою жизнь я только этим и I занималась. suppose that's been my whole life. Easy. Ну давай, скрывай, скрывай. Вскрой, пожалуйста, мне сундуки, потому что я должна посмотреть, что мне. Я просто любопытная, даже если мне не нужно ничего, что отсюда. А мне нужно, а мне нужно. У меня на самом деле иногда встает вопрос, зачем я вообще беру там деньги, да знаешь, там лежит 33 монетки, я их схватила. У меня буквально 50, возможно, уже даже больше, чем 58к. 63 уже. Я просто, ну, бессмысленно держу у себя деньги, которые я никуда не потрачу. Абсолютно точно, я их не потрачу. Вопрос зачем? Остается вопросом. В принципе. Так, что тут? Операция «Артефакт сложности». Все страницы из этой тетради вырваны, кроме последней. От нее остался кусок. На нем можно прочесть следующее. Итский агент. В целом должны уметь обращаться с ловушками обычными или итскими, и ловушками гитянки, а также замками, системами рычагов и механизмов. Но главное, они должны быть готовы морально справляться со сложными ситуациями в непривычных условиях. Потери вероятны, но это обстоятельство не должно мешать исполнению задания. Агенты должны быть глубоко вовлечены, чтобы успех задания представлялся им даже важнее жизни. Да. Отчет о деятельности Энвера Горташа. Мы полагаем, Горташ адепт башка тирании Бэйна. В последнее время он много общался с главной последовательницей башка убийств Пала. Их видели входящими вместе в дьявольскую долю, где они более часто беседовали с владелицей заведения, известной дьяволисткой Хельсик. Событие весьма важное, поскольку Хельсик известна умением открывать порталы в преисподние за немалую плату. Угу. Туда нам надо будет сходить попозже. Вот после этого как раз и сходим. Ряд дроу. Прикольно. Whatever Так, comes, Shadowheart. I'm ready. Странно. В какой-то момент мне показалось, что эти манекены мне знакомы, но нет. But no. Strange. Знакомо это. И этот не знаком. This fabric Это ткань. Кажется, я один раз была на балу. Вернее, проникла на бал. infiltrated it rather. Жаль, что не получилось все вспомнить. What was the Интересно. mission? Strange. Какое же у меня было задание? Шантаж, соблазнение, не помню, да и вряд ли хочу. But no. Ну ладно. Стария, на коробок не обязательно залазить. Keep it together. Так, тут еще куча шлемов. Ну, ладно. One day Я I'll так и не catch a break. вспомнила. Time for mercy. Блин, надо было дверь пробить. А вы можете, пожалуйста, ко мне вернуться все? Прыгнуть. Вы можете прыгнуть здесь. Пожалуйста, просто... Спасибо, Астариан, большое, что прыгнул.
Shadowheart. Wits and blades always sharp. Гонишь. What to do? Have I been this way before? Так, тут. Проход 2. Я, кажется, здесь училась причинять боль, ломать кости и душу. Learned how to break Дыба. their bodies. Their spirits. Quiet in here now. Сейчас здесь тихо, но But it так было не wasn't всегда. always so. В этих стенах не смолкали крики, и я готова поклясться, что порой явственно слышу их снова и I снова. swear I can almost hear them. Допрос на 3 уровнях. Шаритское учебное пособие по проведению допросов, описывающее 3 уровня причиняемого дискомфорта. Эмоциональный, физический и смертельный. Особо подчеркивается, что цель допроса — получение информации, а не наказание, и что допрашивающему следует избегать эмоционального вовлечения в процесс, не проявляя ни сочувствия, ни садизма. Open up. У мене да, уж. И дела. В принципе, я думаю, что дальше пойти уже к самой Виконе, и туда мы можем в следующей серии и закончить. Да, Shadowheart сюжетку. Что это? Облегчение времени. Книга подробно описывает всю процедуру облегчения. Среди тех, кто пришел обратиться за услугами Дома печали, выделяются ценные клиенты. Если они готовы заплатить, их подвергают межеванию сердца, во время которого им задают вопросы исповедницы печали. И она же среди их мыслей тайно нащупывает все, что может пригодиться госпоже Утрат. Затем клиента провожают вниз к зеркалу Утрат, следуя подсказкам исповедницы печали. Клиент отдает зеркалу свои воспоминания во благо всех детей владычицы Шар. Зеркало способно стереть одновременно и воспоминания, от которых клиент хочет избавиться, и память от пребывания в монастыре. Затем его отпускают, оставив в блаженном неведении о принесенной им жертве. Да, я думаю, давайте мы там закончим. Теперь я вспоминаю это место. Все украденное у меня детство, проведенное в этих стенах. Ладно, давай я до низу дойду, может, она еще что-то скажет. Мать-настоятельница должна быть где-то близко, скоро все закончится. Да. Давайте так. Спасибо вам, Динчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.